Привет. Всем привет! Сегодня мы хотим рассказать о том, как вообще арендовать жилье на Пхукете, будь то квартира, кондоминиум, домик. Или целая вилла. Да, мы хотим поделиться своим опытом, ну и вообще тем, что мы знаем по этой теме, да? Вообще мы когда ехали в Таиланд, у нас перелет был до Бангкока, и на самом деле мы еще точно не планировали, куда мы поедем. Да, то есть билеты у нас были только до Бангкока. Мы решили, что как по прилету на месте решим, куда мы полетим. Может быть, это будет Самуи, может, это будет Пхукет, ну, либо еще что-то. Может, куда-то в провинцию просто, да? Да. Вот, и сидя в аэропорту в Москве, мы решили, что все-таки мы полетим на Пхукет. Мы сомневались потому, что не знали, где сейчас точно концентрируется сезон дождей, и нам очень не хотелось попасть в этот отрезок времени. Ну, были какие-то предубеждения, что сезон дождей это прям дичь, постоянно льет ливень и так далее. На самом деле это не так. Вот, поэтому мы решили, что мы поедем на Пхукет, и поэтому прямо в аэропорту мы просто взяли iPad, зашли на сайт booking.com и забронировали гестхаус на пару дней на Пхукете, на пляже Патонг. Да, номер обошелся порядка 700-800 бат, ну, почти рублей один к одному. Но это был сентябрь, это был не сезон, никого не было, то есть номера были пустые. Номер оказался на самом деле за 800 рублей абсолютно шикарнейшим. То есть это большая, просто огромнейшая двуспальная кровать. Очень чисто, очень уютно, кондиционер, душ, балкончик, вообще все отлично. И в пешей доступности от пляжа. Ну как, минут 15. Ну, минут 15, вот. В итоге мы решили, что за эти 2 дня мы найдем себе место, где будем здесь жить, где остановимся. И вообще, какие наши были, можно сказать, требования, желания. Мы хотели снять квартиру в кондоминиуме. Нам нужен был обязательно спортзал, мы хотели. Да. Мы хотели, понятно, кондиционер, телевизор нам был абсолютно не важен. Нам очень важно было, чтобы была нормальная скорость интернета. Чтобы было все максимально удобно для того, чтобы провести здесь очень длительное время. То есть гестхаусы, они, конечно, крутые, но там комнатки довольно-таки маленькие, да. И развернуться негде. Но они рассчитаны больше на такое 4 дня пребывания. Потому что там, во-первых, часто нет горячей воды, и, во-вторых, там нет шкафа, вещи некуда положить. Да, ну мы как прилетели в аэропорт... Суварнабхуми. Нет, мы уже прилетели в аэропорт Пхукета. Это был почти час ночи. Да. Почти час ночи. Мы сначала думали, что мы не доберемся вообще до Патонга, но на самом деле мини-басы ходят там практически постоянно, и у них есть расписание самолетов, они знают, когда люди прилетают, они знают, когда нужно кого увозить. И более того, они знают название гестхаусов, отелей, поэтому вам нужно всего лишь сказать, куда вас отвезти, и вас довезут прямо вот до места. Вашего гестхауса. Да. Вот. Ну, мы взяли мини-бас, собственно говоря, доехали до Патонга, остановились в гестхаусе, который бронировали. Да. Бронировали гестхаус мы без денег. Там нужно просто заполнить форму. Это сайт booking.com. Остановились и решили, что в течение следующих 2 дней найдем себе, в принципе, жилье. Да. Первыми нашими попытками найти жилье, во-первых, мы мониторили интернет, где вообще, кто вообще сдает, какие квартиры, какие домики. Мы изначально не думали, что мы возьмем домик, потому что нам хотелось в квартиру. Мы хотели в какое-то цивилизованное пространство, чтобы сильно не страдать, да, в привычную среду войти, грубо говоря. Да, на самом деле на Патонге как таковых кондоминиумов высоток нету, поэтому в основном это какие-то виллы, комнаты в виллах, такие вот кондо. Гестхаусы и так далее. Поэтому мы решили, прокатившись по всему Патонгу, мы решили, что поедем в Кату еще съездить. В Кату это ближе уже, получается, к центру острова. Да, и там мы уже смотрели небольшие кондоминиумы. Чтобы для ясности, кондоминиумы это, в принципе... Это как в России квартира 33 метра, обычная, стандартная. Да. Но большинство кондоминиумов представляло из себя просто комнату с большой кроватью, окно, балкон и все. Да, и места там совершенно не было. При этом они просили порядка 12 тысяч бат за месяц, плюс 2 месяца депозита. Да. Вот. Мы посмотрели пару-тройку вариантов. Некоторые были с бассейном, некоторые были прикольные.
Но решили, что все-таки как-то это не очень все Тем более, интересно. что это было все в удаленности от пляжа, и приходилось бы постоянно кататься, ну, очень далеко. Да, мы бы пережили, если бы при кондоминиумах были еще большие спортивные спортзалы, комплексы с бассейнами. То есть нам бы это все устроило. Но как таковых спортзалов нету, там, ну, фитнес всякий, там, беговая дорожка, Да. То есть шагометр. не ни о знаю. каких тренажерах там речи и не шло. Да, поэтому мы решили, что в принципе пофиг, и поехали на Патонг, и решили прокатиться как раз таки по горе. По горе. Да, мы хотели немножко все же отдаленности Патонга, потому что жили уже 2-3 дня на Патонге, и Патонге. было довольно-таки шумновато. Опять же, если не на большой период времени приезжать, это вполне нормально, а если, ну, длительное, постоянно засыпать под шум Банглер-Роуд и так далее, ну, довольно... Это не очень приятно. Ну и Wi-Fi там был такой. Там очень много Wi-Fi точек, и поэтому они друг друга перебивают. И интернет, ну, практически никакой. Ну вообще, что сказать, мы поехали на гору. Мы поехали на гору. Ну давай, почему мы вообще решили выбрать Патонг? Потому что, ну, как бы, вообще Патонг — это самый такой популярный пляж на Пхукете, заселенный туристами, он такой тусовочный, здесь очень много клубов, баров, ресторанов. Но мы выбрали его потому, что здесь, во-первых, есть супермаркеты, если вам нужна еда, можно съездить в супермаркет, не парясь расплатиться карточкой, Да. и, ну, как бы, все здесь есть, ну, вблизи. Большой торговый центр Да. Джан Цилон, в котором Да. есть кинотеатр, есть большой торговый центр электроники, есть большой торговый центр, ну, продуктовый, да? Да. Вот. И, ну, как бы все доступно и все рядышком. И спортзалы тут тоже есть, ну, на пляже прям. Да. Вот. Ну, в общем, мы поехали по нашей горе смотреть домики. Мы посмотрели порядка Наверное, около 5 домиков. вариантов. Очень часто нам попадались европейцы, которые сдают домики, но общение с ними нас как-то не вдохновило, можно Ну, сказать. они какие-то равнодушные, им, по-моему, все равно, снимут у них домик или не снимут. Торговаться они абсолютно не Совершенно хотели. не хотели, делали Вообще. такое лицо такое, Да. когда мы пытались с неизясенным, вот. Ну и посмотрев 3 варианта, они, конечно, были крутые, некоторые были за 30, за 25, за 15, за 12, но с видом на лес. в джунгли. И там очень шумно было, там вода текла, какой-то Да, там ручеек, и водопадик. там было шумно. Вот. Ну, мы посмотрели эти варианты, решили, что еще подумаем, и, по-моему, уже стемнело, да? Ну, еще не нет. стемнело, начался ливень, по-моему. Вот. Мы поехали по пути к своему гестхаусу, и вдруг увидели там табличка, типа, вид с горы. Вид с горы, да. Там на самом Mountain View написано, вид на горы. Вот, но ничего страшного. Мы решили подняться, там очень крутой подъем, градусов, наверное, 40. Не каждая машина туда заедет. Мы не знали вообще, сдают там жилье или нет. Да, просто решили прокатиться, посмотреть, и подъехали к замечательному дому, то есть целый комплекс. Это видео мы выложили после того, как вы посмотрели, наверное. Да. Наше видео домик, про так наш что дом. Вы уже его видели. Мы решили просто зайти и спросить, что есть, что почем. И в тот момент он был практически пустой, там жил один человек, Да. и опять же он был из России. И к радости там был вообще хозяин, потому что в большинстве домиков вы приходите, он просто стоит пустой, и вам приходится звонить. А звонить и говорить на ломаном английском с тайцем — это очень сложно. Да. Но обычно написан номер телефона. Если вы по-английски хорошо разговариваете, можете свободно звонить, а вот если вы разговариваете не очень, да еще и тайский диалект не понимаете, вот, звонить довольно-таки проблематично. Вот. Ну, хозяин нам все показал. Первое, что у нас, конечно, купило, когда мы спускались, мы увидели вид на Патонг. Это было лазурное бирюзовое море. Вот, было абсолютно чистейшее небо, и вид просто был замечательный. Что еще нас подкупило? Это ну, не столько цена за наш домик, мы не сказали в том видео. Мы снимаем его за 15 тысяч бат в месяц, то есть примерно 15 тысяч рублей. И самое приятное, что эта цена, она рассчитана, как бы, она всегда одинаковая, каждый месяц включено. одинаковая. То есть электричество включено, вода включена, интернет включен, даже сауна, собственно говоря, по выходным включена в стоимость. Ну и какая-никакая уборка. Ну еще большое преимущество, вот повторюсь, что цена одинаковая, потому что очень многие хозяева цену, когда сезон поднимается, то есть когда больше туристов приезжает, они заламывают ее в 2 раза минимум. То есть если вы снимаете 12, а потом то 25. 25 бывает. Да. Вот, ну,
это мы говорим за Паттонг, потому что в Паттонге очень много туристов. Это, наверное, самая большая туристическая точка. Здесь, наверное, концентрация 70% из всего вот, острова туристов. И поэтому цены здесь просто умножаются на 2-3 раза во время сезона. Мы, конечно, когда ехали, мы рассчитывали, что мы найдем что-то в пределах 12, да? Да, ну потому что можно снять виллу, целый дом за 12. Ну, немножко отъехав от Паттонга, немножко в джунгли, немножко в юг острова спуститься, можно найти целую виллу. То есть это будет целый дом, у вас будет большая комната, у вас там все будет практически. Ну, единственное, не знаю, как насчет интернета. То есть, скорее всего, придется пользоваться 3G. Здесь уже Wi-Fi и вроде кое-какой кабельный интернет, так что мы за это рычаг ползет. Где? Мы поэтому, собственно, взяли. Ну и плюс ко всему, снять можно было от 6,5 примерно найти, да? Цены абсолютно разные, можно найти под любой вообще кошелек. Да, от 6,5 где-то можно было найти, но мы решили, что абсолютно заморачиваться не будем, вид классный, все включено, не нужно заморачиваться по поводу цены. Плюс это Паттонг. Да, плюс это Паттонг. Плюс это высоко над морем, что если какое-то цунами, не дай бог. Да, которое, кстати, было здесь в 2004 году, по-моему. Да, нас ничего не достанет. Да, это потому что метров, наверное, 100 над уровнем моря, может быть, чуть поменьше. Да. Вот, собственно, выбрали этот домик, решили подумать. На следующий день еще поехали прокатиться, продлили свой гестхаус на 2 На 2 дня поездили. Чтобы еще подумать. Мы катались в Пхукет-таун, в большие комплексы, тоже смотрели кондоминиумы, но цены были точно такие же, как у пляжа, что странно, но от пляжа это было очень далеко. Да. Поэтому мы решили вообще не тратить свое время, не тратить свои нервы. Мы решили остановиться просто в этом доме, и если мы захотим куда-то переехать, то есть через 2 месяца, да, мы в любой, ну там, либо на другой остров, либо вообще на материк поехать. Да, ну вот уже скоро пойдет 3-й месяц. Да, а нам все нравится. Нас этот вид абсолютно не отпускает. Да. Вот, нам тут нравится. Возможно, если совсем устанем, переберемся куда-нибудь в юг остров, какую-нибудь виллу. А пока все абсолютно идеально. И меня очень часто спрашивают, как вообще стоит ехать самостоятельно и искать домик. Ближе к сезону это сделать все сложнее с каждым днем. Но тем не менее можно. Да. То есть забронируйте гестхаус дня на 3, на 4, лучше с запасом. Да. То есть я бронировал на 2 дня не хватило. На 3-4 бронируете, приезжаете, спите, на следующий день снимаете байк и отправляетесь изучать остров, и отправляетесь изучать, собственно, там, местность, где какие варианты есть. Ну, грубо говоря, если вы едете на неделю, на 10 дней, то, в принципе, можно, если вы не хотите тратиться на отель, не хотите тратиться на туры, в принципе, можно приехать и пожить все эти 10 дней в гестхаусе. Потому что, как правило, люди, которые приезжают на небольшой срок, они не сидят дома, они не работают, они просто, в основном, ходят на пляж, по рынкам, по магазинам, по всяким достопримечательностям. И, в принципе, гестхаус – это такой очень хороший вариант. Да, booking.com, там есть много вариантов, есть хостелы, по-моему, в основном это гестхаусы, конечно. Вот, есть отдельно виллы, которые сдаются прямо через booking.com. Так что можете без всяких туроператоров покупаете билет, у вас открытая 30-дневная виза, получается, по прилету. Прилетаете, заселяетесь в то, что забронировали, 10 дней там наслаждаетесь отдыхом. Не обязательно для этого какой-то оператор. К слову сказать, что торговых всяких туристических точек, всяких путевок на лодки, на всякие прогулки, их тут по Паттонгу целая куча. Шагу. То есть вы в любой момент можете купить какую-нибудь экскурсию, проблем от никаких не составит. Съездить на острова, съездить, в принципе, везде. Русских довольно-таки много. Русских, кто работает в туризме, тоже много, так что совсем, скажем так, в беде вы тут не останетесь. Если вы вдруг не владеете английским, ничего страшного, мы тоже им владеем на таком достаточно начальном, наверное, уровне. И, пару тысяч слов нам, в принципе, хватает, чтобы объясняться Да, и понимать. Вот. Ну и еще, к слову сказать, что русских на Паттонге и вообще на Пхукете так много, что мне кажется, что я, собственно, не покидал Россию. Потому что, в той же Москве кажется, что русских намного меньше. Да. Иногда. В некоторых местах. Вы плаваете в море, и вокруг вас плавают, в основном одни русские. Но, когда, конечно, был не сезон, не было почти людей. Давай скажем про то, что, собственно, мы заехали в домик и жили там месяц. Да. И приехал русский человек из Украины.
Жили там 2 месяца. Русские из Украины. Ну, русские же, Русские, да. из Украины. Ладно. Потом приехал еще человек, тоже русский из Краснодара, из Красноярска. Из Красноярска. Да, и потом ребята из Москвы приехали. То есть весь наш дом заселен русскими. Да. И куда ни пойдешь, везде русские. Русские. Вот. Ну, я думаю, что здесь живет пару десятков тысяч человек русских, где-то так. Вот. Поэтому, если вы хотите как-то не встречаться с русскими, я не знаю, скорее всего, лучше ехать если куда-то вы хотите на такого, да, север, в дикого провинцию, ну, на север Таиланда. Ну, не в такие туристические места, просто Пхукет это на самом деле очень такой туристический остров. Да, но в основном ребята все, то есть те, кто приехал надолго, они все в основном жизнерадостные, позитивные. Нет такого, что там кто-то приехал на пляж, там Да. жутко попить водки и там, я не знаю. Подраться. И подраться, да. Да. Вот. Ну, на этом, наверное, все. То есть Да. все про домик мы рассказали. Мы про то, что надеемся, снимали. что мы ответили на все ваши вопросы и закрыли все ваши сомнения. Если есть еще какие-то вопросы, оставляйте в комментарии. Я думаю, что Настя даст комментарии, Обязательно. ответит на ваши И, вопросы. возможно, мы еще потом сделаем видео вопрос-ответ, если наберется достаточное количество интересных вопросов, о которых мы еще не рассказывали, не Да, отвечали. возможно, что-то не затронули, возможно, что-то для нас казалось обычным, вот для вас составляет проблему или такая большая задача для вас. Вот. Так что большое спасибо вам за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте пальчики вверх. И увидимся в следующем видео. Пока.